2021 год, США, Колорадо. Пожилой бизнесмен, владелец магазина мотоциклов, стоял на улице и пил кофе. Внезапно он заметил на ближайшей скале какую-то черную точку. Что это? Удивился американец. Раньше этого здесь не было. Он пригляделся, но так и не смог понять, что это такое. Все-таки зрение у пожилых людей уже не то. Тогда мужчина побежал в магазин, взял бинокль, снова выбежал на улицу и стал присматриваться. Увиденное потрясло его до глубины души. «Это же собака!» – ахнул бизнесмен. «И как она туда попала? Надо ее спасать, но в одиночку мне не справиться, снаряжения у меня нет, да и староват я уже по скалам лазать. Значит, надо звонить специалистам». К счастью, предпринимателю удалось найти номер организации, которая занималась помощью животным, и вскоре прибывшие на место специалисты приступили к спасательной операции. Действовать надо было быстро, никто не знал, как долго собака сможет оставаться на скале. «Какова высота скалы?» – спросил кто-то из спасателей. «Не меньше 50 метров. А собака находится на высоте примерно в 45 метров. Дело плохо, если она свалится, то обязательно погибнет. Так, – сказал командир спасателей. Отставить пессимизм. Надо тщательно все обдумать, и мы ее обязательно спасем. У кого-нибудь есть идеи?» Идей было много, и участники операции обсудили, по крайней мере, постарались обсудить каждую. По словам сотрудницы, занимавшейся спасением, организации «Защитников», потребовалось 2 часа на то, чтобы определить точное местонахождение животного, установить, как лучше всего добраться до уступа, на котором находится собака, получить необходимое для проведения спасательной операции оборудование, составить точный план действий. Разобравшись со всеми деталями, спасатели приступили к выполнению операции. По их словам, собака была одновременно и напугана. Она же не знала, с какими намерениями спускаются к ней эти люди. И рада, наконец-то ее пришли спасать. Увидев спустившуюся сотрудницу защитной организации, питомец все-таки пополз к ней, других вариантов все равно не было. Хотя из-под лап собаки начала ускользать земля, она сумела доползти до женщины и, когда та взяла ее на руки, принялась облизывать ее. Спасатели вытащили обеих, и собака была отправлена в безопасное место. Тут-то и оказалось, что она домашняя. На шее животного обнаружили ошейник с кличкой Джесси и телефоном хозяев. С ними незамедлительно связались, и те забрали собаку домой. «Спасибо вам большое», – сказали они. «Мы искали нашу Джесси 2 недели, но найти ее нам так и не удалось. И вплоть до сегодняшнего дня мы ничего о ней не знали. Видимо, собака сбежала, потерялась, плутала несколько дней, питаясь где придется, а затем оступилась у обрыва. Чудом зацепилась за отвесную стену и неопределенное время провела в такой ловушке, пока ее не обнаружили и спасли. Итак, собака благополучно вернулась домой. Как сложилась ее дальнейшая судьба, остается неизвестным, но, во всяком случае, о подобных ситуациях с участием Джесси больше не сообщалось. Благодарим за просмотр. Поддержите канал лайком, впереди много интересных выпусков.